Всем привет! Сегодня будем проходить курс по трейдингу для начинающих. Этот курс возник не на ровном месте. Именно благодаря вам, мои дорогие подписчики, я записал данный ролик. В ваших письмах ко мне я проследил одну интересную мысль. Большинство, кто смотрит мой канал, либо мой сайт, где собрана теория по трейдингу, сталкивается со сложностью определений, так как многим начинающим фактически незнакомым с данной профессией является сложным терминология. Поэтому данный курс– это ответ как раз-таки для тех начинающих трейдеров, которые никогда не были знакомы вообще с рынком. Я буду в максимально простой форме объяснять базовую теорию, и я надеюсь, этот курс станет отличным мостиком и переходом от базовой теории к продвинутым методологиям. Курс мы будем проходить по разделам. Я его специально составил определенным способом, чтобы вы видели последовательность. Мы будем изучать базу, потом перейдем к методам анализа. И на финише вы должны будете уже отрабатывать ту теорию, которую мы сейчас изучим на торговом терминале. Торговый терминал– это база вообще в профессии трейдинга. Мы обязательно с ним познакомимся, но для начала я расскажу немножко о том, как вообще этот курс устроен. Как я уже написал в разделе 1, если мы только знакомимся с трейдингом, нам нужно следовать конкретному плану. Изучим курс полностью по порядку, чтобы на финише открыть тот самый торговый терминал, демо-счет и практиковать полученные знания. Вот цель этого курса. Быстрый старт. Что это вообще такое? Основная проблема у тех, кто учит трейдинг, это теория. Ее очень много, как уже было не раз мной сказано. А так как для большинства теория является основной преградой, то так и уходят с трейдинга, не дойдя до самой практики. Ну, как я уже сказал, просто очень много теории. И часто терминология является вообще барьером. Просто человек начинает изучать трейдинг, сталкивается со сложными понятиями и понимает, что на это надо тратить очень много времени. Поэтому цель этого курса вообще не грузить теории никакой, абсолютно. Дать сразу торговую систему. После базы торговую систему, которую трейдер начнет отрабатывать на графике. Самое главное для трейдера– это познакомиться с данным торговым терминалом. У него есть ключевая информация. Это название и таймфрейм, то есть инструмент, который мы будем использовать в торговле. Я сразу беру биткоин. Биткоин– это самая популярная и самая главная криптовалюта, о которой, наверное, слышал каждый. И мы будем проходить этот курс на основании данной криптовалюты. Естественно, в торговом терминале TradingView есть огромнейшее количество инструментов. Можно торговать практически всем. Выбираете поставщика данных и, как говорится, торгуете. Но я специально выбрал монету биткоин, так как она максимально простая в понимании, и на ее примере мы будем учиться. Базовая информация или та информация, с которой с нами говорит терминал. У нас есть вверху цены или история движения цен, как кому удобно. Выражена она в барах в данном случае. График может выглядеть по-разному. Есть японские свечи, есть линейный график, есть график баров. Я буду обучать вас на графике баров, так как сам в свое время изучил данный вид графика. Это не значит, что он каким-то образом отличается, например, от тех же японских свечей, которые популярны в большинстве книг по трейдингу. Просто мне так в свое время показалось удобней. Бар– это как бы буква в языке трейдинга. Это основа понимания информации. Он несет для нас информацию о том, что было с ценой за время формирования данного бара. У бара есть 4 параметра. Это открытие, максимальная цена, минимальная цена и закрытие. То есть, простыми словами, мы берем каждый бар, вот, который выглядит либо зеленым, либо красным в зависимости от направления. И мы у каждого бара можем видеть 4 параметра, которые отражает платформа. Цена открытия, максимальная, минимальная и закрытие.
Каждый бар в данном случае у нас формируется за один день, но мы могли бы выбрать таймфрейм и ниже, например, 4 часа. Кто-то торгует на 5 минутках, кто-то на 15 минутках. Ну, в общем, таймфрейм определяет, за какой временной период формируется отдельный бар. Либо, как я уже сказал, отдельная свеча. Разницы никакой. Информацию несут они одинаковую. Это цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Демо-счет и как его открыть? Как я уже сказал, благодаря тому, что платформа TradingView предоставляет такую возможность, это максимально просто. Демо-счет уже сразу есть в платформе, вы просто нажимаете на демо-счет внизу экрана, и у вас появляется данное меню. Данное меню позволяет вам видеть баланс счета, это то, сколько у вас виртуальных денег есть на счету, в данном случае 100 тысяч. Вы видите, что у меня пока нет ни одной открытой позиции. Также вы видите купить, продать в левом верхнем углу. Если мы сейчас, например, купим биткоин, вы увидите, как сработает заявка, и я уже нахожусь в рынке. Мы купили биткоин, у нас есть цена открытия, можно видеть, мы его купили за 80 981 доллар, и мы видим результат по нашей сделке. То есть максимально просто, вообще не нужно никаких мыслительных затрат на то, чтобы открывать, закрывать сделки на торговом терминале. А, Самое сложное, забегая наперед, это прогнозировать движение рынка, так как именно движение рынка является причиной для того, что вы будете торговать и зарабатывать в трейдинге. То есть демо-счет у нас сразу находится в платформе, не нужно ни в какой компании открывать заведомо счет, хотя скажу также, что в любой брокерской компании, как правило, есть такие счета, и если, например, по каким-то причинам вам недоступна платформа TradingView, то вы можете открыть этот демо-счет в любой компании. Ни на одном из этапов от вас не требуются реальные деньги. Я хочу это подчеркнуть. Реальные деньги на этих этапах вообще не нужны. Ваша цель не пополнять счет реальными деньгами, а отработать на демо-счете данную торговую систему, которую мы с вами изучаем. Итак, демо-счет мы поняли, что это такое. Мы поняли, что такое бары. Мы поняли, что такое торговый терминал. Давайте перейдем к базовым понятиям. Спред, лот, лонг и шорт. Ну, спред и комиссия. Нужно понимать одну простую вещь. Любой брокер, либо любая биржа живут за счет комиссий. Вы, когда открываете сделку, вы видели, или, скажем так, когда мы открываем сделку, вот, например, мы сейчас купили снова биткоин, вы видите минус. Почему этот минус возникает? Это спред биржи. Биржа либо брокер получает прибыль от той самой комиссии, которую вы ему платите. И спред – это расстояние между ценой покупки и продажи у биржи либо брокера. Он, как правило, минимальный, но вы видели, что как только я открыл сделку, я сразу был в убытках. Именно эту комиссию мы и платим. Поэтому задача трейдера – торговать так, чтобы покрывать и комиссию, и выходить в прибыль. Это называется спред или той самой комиссии. Лот – стандартная единица измерения объема сделки. У большинства брокеров в СНГ, как правило, есть в торговых терминалах такое понятие, как лот. Как я уже сказал, это базовая единица, объем сделки. Например, мы торгуем валютой, то один лот – это базовый контракт, в который входит определенное количество той самой валюты. Например, фьючерс 6Е, ну так, фьючерс на евро, это контракт, в котором есть базовое количество этой самой валюты. Звучит немножко сложно, наверное, непонятно, но на бирже нельзя просто купить валюту. Если мы говорим о фьючерсах, мы покупаем стандартизированный контракт, в который входит количество этой базовой валюты. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, мы и сейчас разбираемся с криптовалютным рынком, так как здесь нет никаких лотов, здесь вы сразу оперируете куплей
или продажей непосредственно актива. То есть вы меняете деньги на товар и потом товар на деньги. Нет никакой ненужной спецификации. Лонг и шорт. Лонг — длинная позиция, это то, что мы сейчас с вами сделали. Мы купили биткоин. А шорт — это если бы мы продали биткоин. Например, мы сейчас закроем нашу покупку опять в минус. Мы уже наторговали минус $28 и продадим биткоин. Вот вы видите, как мы только что продали биткоин. Для многих начинающих возникает естественный вопрос: как так получается? У нас не было, ну, то есть у нас, например, есть деньги на счету, и мы меняем деньги на товар, то есть отдаем деньги, получаем биткоин, монетку. Как мы можем зайти в продажу? Продажа выглядит довольно специфическим способом, так как, соответственно, у нас нет биткоина, чтобы его продать. Но если очень упростить, то представьте это себе так. Биржа нам дает в долг биткоин с обязательством, что мы его вернем. Соответственно, мы его сейчас продаем. У нас его не было, но нам его как бы дали в долг. Мы его продаем. Если цена идет в нашу сторону, мы откупаем его по более низким ценам, возвращаем то, что нам дали в долг бирже, а разницу цен ложим, соответственно, себе на баланс. То есть продажа того, чего у нас нет, выглядит именно таким образом. Нам по умолчанию дают возможность продать то, чего у нас нет. Но с условием, что мы обязательно вернем то, что нам дали. И когда вы закрываете сделку, это фактически вы покупаете то, что вы должны, и возвращаете обратно. А разницу цен, вы видите, снова легла к нам на баланс. У нас минус уже увеличился. Ну, дело не в том, какое здесь значение, а чтобы понять понятную механику. Кредитное плечо — это такой вот довольно сложный вопрос, который у многих вызывает недопонимание. Очень просто понимать следующее. Если у вас есть, например, на балансе $100 000, а биткоин стоит 80 тысяч, то очевидно, что вы можете позволить себе купить, ну, как минимум один целый биткоин. Вы берете 80 тысяч и покупаете себе эту монетку. У вас, условно говоря, остается 20 тысяч и сам биткоин. Вот это если очень в простом примере на уровне ощущений. Но не так все просто. Нам дают возможность брокеры либо биржа торговать с плечом. Это как бы условно заемные средства. Конечно, вам в долг, никто вам деньги в долг не дает, но по умолчанию вы как будто оперируете деньгами большими, чем у вас есть на счету. Ну, то есть, предположим, в данном случае криптовалюты 10 к 1. Это значит, что у нас сейчас не 100 тысяч, а как будто миллион. Что это значит? Мы оперируем миллионом, которого у нас нет, зарабатываем от разницы покупки или продажи в 10 раз больше, чем у нас как бы есть денег, и зарабатываем в 10 раз больше, чем могли бы заработать, имея 100 тысяч. Но есть один большой минус. Если вы не умеете прогнозировать рынок, вы также в 10 раз быстрее будете терять свои деньги. К сожалению, именно торговое плечо или это кредитное плечо является основной причиной для потери депозитов начинающими трейдерами, которые не понимают, как им пользоваться. Я вначале вообще не рекомендую вам его использовать. Это инструмент только для тех опытных трейдеров, которые четко осознают, что такое риски, умеют их контролировать и понимают, что они могут как много заработать и так и много потерять. Для начинающих трейдеров строго-настрого не рекомендую использовать кредитные средства. Теперь мы, конечно, уже переходим к самой базе. Мы познакомились с вами, давайте подытожим, это что такое терминал, что мы здесь видим. Мы здесь видим актив, изменение цен во времени этого актива. Мы узнали, что такое бар либо японская свеча, как базовые, как, как буквы в алфавите, как базовый набор букв в алфавите. Что показывает бар, какие 4 параметра есть у каждого бара.
как выглядит цена, как выглядит, ну, опять же, график, как я уже сказал, что есть разные виды графика, линии, японские свечи и так далее. И мы узнали, как открыть демо-счет, что он есть по умолчанию в терминале, что у вас на балансе есть сразу деньги. Соответственно, что не нужно ничего вообще нигде не открывать. Вы сразу здесь видите всю ключевую информацию, которая нужна, и можете свободно, спокойно практиковать те знания, которые мы будем приобретать далее. Так, итак, познакомились с азами, давайте переходить теперь к техническому анализу. Технический анализ рынка мы обязаны изучить, так как он является основой для понимания рыночной структуры. Без технического анализа смотреть на график, мы можем смотреть на график, но совершенно не понимать, что здесь происходит. Технический анализ систематизирует данную информацию и приводит ее к такой информации, которую удобно и воспринимать, и с помощью нее удобно прогнозировать дальнейшее движение рынка. Два основных вида графика, которые вы будете видеть на экране. Как правило, это фаза тренда и фаза флета. Фаза флета — это график, который, вот вы можете видеть, выглядит вот так. Никуда особо он не ходит. Есть некая коробка, сверху уровни продавцов, снизу уровни покупателей. Вот что такое фаза флета. Просто такое боковое движение цены во времени с определенными границами. Так называемые уровни поддержки и уровни сопротивления. Уровни поддержки — это то, что внизу, когда цена отскакивает снизу вверх, а уровни сопротивления — это то, что вверху, когда цена отскакивает сверху вниз. Это флет. Что такое фаза тренда? Тренд — это, как правило, что-то направленное, когда цена идет либо в сторону падения, каждый раз рисуя все более глубокий минимум. В данном случае вот мы можем построить целый канал, где мы видим, что у нас был медвежий, то есть нисходящий тренд, где минимум каждый ниже минимума предыдущего. Вот это называется тренд, направленное движение цены. В данном случае он медвежий, то есть нисходящая динамика цен. Также может, конечно, быть тренд и восходящим. Вот у нас есть хороший пример, где у нас начинают повышаться минимумы и повышаться максимумы. Мы можем построить такой же канал по минимумам и максимумам рынка и будем понимать, что у нас в данном случае формируется тренд восходящий. Соответственно, есть два типа тренда. Нисходящий, как мы уже обсудили, и восходящий. И flat. Ну, это состояние рынка, когда рынок совсем никуда не ходит. Почему важно понимать данные состояния рынка? Так как для каждого состояния рынка свой метод торговли. Если в боковом движении или флете трейдер, как правило, заключает сделки от границ диапазона, то есть наверху он ищет продажи, внизу покупки, то в трендовом движении трейдер ищет возможность присоединения к действующему тренду и, как правило, сидит в позиции гораздо дольше, чем в боковом движении. Так как тренды длятся довольно долго, особенно на рынках криптовалют, то и позицию, которую вы открываете в направлении тренда, как правило, закрываете не так скоро, как если бы вы торговали от границ диапазона. Это вот важное различие. Уровни смены приоритета. Динамическая зона на графике. Что такое уровни смены приоритета? Это очень важный, скажем так, инструмент для вас, которым мы будем пользоваться в процессе изучения торговли. Уровень смены приоритета — это уровень, где та сторона, которая прикладывала изначально усилия, теряют контроль над рынком. Сейчас попытаюсь объяснить максимально просто. Если мы видим, что у нас был нисходящий тренд, то мы предполагаем, что продавцы на рынке гораздо сильнее покупателей, так как они дают более низкие цены. И всякий раз, когда возникает новая волна вниз в рамках тренда, мы хотим видеть, что она будет переписывать минимум, то есть давать более новый минимум.
И если этого не происходит, ну, во-первых, мы по той волне, которая должна была бы давать этот минимум, рисуем уровень, тот самый уровень смены приоритета, и ждем пробой этого уровня. Если этот пробой уровня происходит, то мы можем понимать, что ситуация на рынке кардинально меняется. Именно поэтому он называется динамическим уровнем, потому что он фактически показывает, как меняется баланс спроса и предложения на рынке, как одна сторона перехватывает инициативу у другой стороны. Если у нас был медвежий тренд до этого момента, до вот конкретно этого момента, и цена пыталась идти вниз, то мы можем видеть, как сначала прошел пробой этого уровня, а потом закрепление над уровнем. То есть пробой, ретест, закрепление. И у нас меняется новый тренд. То есть был медвежий, произошел пробой, слом, и начинается теперь быть бычий тренд. Это схематическое представление, как выглядит смена одного тренда на другой. Также пример на графике, если я правильно помню, я тогда торговал валютой, но в общем можно видеть, как продавцы контролировали рынок, потом покупатели сломали уровень смены приоритета и был нисходящий тренд и начался тренд восходящий. То есть медвежья структура поменялась на бычью структуру. Очень важное, да, очень важное хочу сказать. Пока рынок сам не поменял текущую структуру на новую, мы вообще никогда не прогнозируем разворот. Наша задача только внимательно смотреть и слушать, что рынок нам говорит. Объективная реальность и только. К сожалению, у большинства начинающих трейдеров очень часто есть фантазии о том, куда пойдет цена. Это очень плохо и печально заканчивается в торговле. Мы никогда не фантазируем. Сам рынок должен сказать, куда он хочет идти. Те уровни смены приоритета, которые мы изучили, вот схематические отображения, как меняется, соответственно, тренд на графике. Раздел 4 — это схематически про силу тренда. А что он нам говорит простыми словами? Какую ключевую информацию мы можем получить? Если цена развивается сильно, быстро и резко, то мы понимаем, что тренд не просто сильный, он еще и надолго, как правило. То есть сильные быстрые движения в трейдинге часто перекладывают проекции цены на будущее. И чем сильнее начало движения, тем надольше, как правило, оно развивается. Если вы видите, что волны начинают затухать, то есть, например, было сильное движение цены вниз, и потом начинается затухание волн, то есть они становятся более медленными, более слабыми, уже не дают новых минимумов, то можно понимать, что тренд выдыхается и скоро будет разворот. То есть в данном примере, в данном разделе мы просто понимаем, что есть объективные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что тренд развернется скоро. Ну, это только признаки. Ни в коем случае нельзя думать, что именно так он разворачивается. Как я уже сказал, как бы ни выглядели эти трендовые волны, нужно ждать самого разворота. Без подтверждения того, что рынок развернулся, мы не имеем права ожидать от него этого, как бы нам ни казалось. То есть это важно для себя понять. Объемный анализ и метод Вайкофа. Объемный анализ рынка. Это, наверное, самая уже довольно сложная часть раздела, так как требует немного более глубоких знаний, но мы попытаемся сейчас познакомиться с этим разделом поближе. Я максимально просто попытаюсь объяснить, в чем суть этого раздела и как его нужно использовать на графике. Объемный анализ или метод Вайкофа — это такой вид анализа, где мы хотим увидеть действия профессиональных участников рынка, которые максимально информируемы. Если начинающий трейдер приходит торговать на рынок, то, как правило, он неинформируемый участник. То есть он практически ничего не знает о рынке, он не понимает,
куда пойдет цена, он не понимает реальную стоимость инструмента, он не понимает, что такое дорого, что такое дешево. Поэтому, как правило, начинающий трейдер начинает делать неправильные действия, что, соответственно, приводит к убыткам. Чтобы этого избежать, можно положиться на тех, кто больше понимает о реальной стоимости инструмента. Именно этих участников метод Вайкофа и пытается выделить на графике. Это те участники, которые торгуют максимально большими объемами и которые, конечно же, как и начинающий трейдер, хочет только одного– это заработать деньги от разницы цен. Прелесть в том, что начинающий трейдер их может увидеть именно в тех самых объемах, которые вы видите в нижней стороне, в нижней части графика. Объем– это количество сделок между покупателями и продавцами за тот период, за тот период формирования бара, который вы выбираете. Если это 4 часа, то один бар является отражением изменения цен за 4-часовой период, и напротив него вы видите, сколько было куплено и продано биткоинов за эти, соответственно, 4 часа. И как вы видите, эти объемы очень сильно выделяются. То есть они бывают небоскребами, просто огромными, бывают просто большими, а бывают совсем маленькими. Это очень важно, это не просто так. В методе Вайкофа у этого есть очень много объяснений, что мы видим здесь, что нам говорит рынок здесь и что нам говорит рынок здесь. То есть это нужно понимать, что это не просто палочки, не просто какие-то картинки, это, по сути, следы, которые оставляют на графике профессиональные участники рынка. Именно вот эти объемы вы должны научиться интерпретировать в своей торговле, если хотите максимально эффективно открывать сделки. Соответственно, повышенная объемная активность– это крупные объемы, это всплески, это когда профессионалы очень активны. На графике в этих всплесках мы видим следы, которые оставляли профессионалы. В данном случае они здесь активно покупали. То есть на снижении рынка, как правило, в методологии Вайкофа профессионалы покупают, а на росте где-то они продают. Соответственно, разница их прибыль– это движение рынка от уровня дешево до уровня дорого. А так как они информируемые, они прекрасно понимают, что такое на рынке дешево и что, соответственно, такое дорого. Поэтому всплески– это, как правило, начало фазы, то есть накопление или ну, в данном случае накопление инструмента, а здесь было, соответственно, распределение. И рынок фактически, вы заметите, со временем двигается вот такими фазами. Есть некоторые рейнджи, ну или боковики, или флеты, от которых начинается направленное движение цены. И рынок ходит от одного флета к другому. И наоборот. Вот, как правило, так выглядит схематически общее движение цены на рынке. И метод Вайкофа как раз-таки направлен на то, чтобы объяснить трейдеру, что же происходит в этих боковых движениях. И связывает Вайкоф это, конечно же, с фазами накопления либо распределения актива крупным капиталом. Принцип усилия-результат– это основополагающий принцип, который пытается выделить нам действия крупных участников рынка, действия крупных участников рынка в этих самых объемах. Я понимаю, что для восприятия, ну, на старте это, скорее всего, очень сложно, но давайте я все-таки это проговорю. Вайков пытался донести до нас следующее. Если у нас есть какое-то направленное движение с огромнейшим объемом, вот мы можем видеть просто небоскреб, цена валится вниз, сумасшедшие продажи, и, кстати, чаще всего это от слабых держателей, то есть резкие, сильные, направленные движения цены после трендов, как правило, вызваны теми, кто купил инструмент по более высоким ценам и уже не может терпеть убытки и просто ликвидируется. То есть, купив где-то здесь, неинформируемые участники фиксируют убытки вот где-то здесь. Почему? Потому что просто стояли против тренда. И вот так как они, как правило, имеют стадный инстинкт или стадный эффект,
то и возникает эта сумасшедшая активность, когда все находятся под одним давлением эмоциональным и склонны совершать одни и те же сделки. Именно в эти моменты возникает этот объем и направленное движение цены. Так вот, что такое принцип усилия-результат. Если здесь, в этом объеме, профессиональные деньги продавали вместе со всеми, то мы хотели бы видеть более низкие цены. Ну, что казалось бы очевидным. Профессиональные деньги, они же потому и профессиональные, что торгуют всегда на верной стороне рынка. А если мы видим это, но не видим, что цена опускается ниже, а наоборот, мы видим, что меняется уровень смены приоритета, то мы делаем вывод, что, скорее всего, здесь как раз-таки были ликвидированы слабые держатели, ну или, как правило, просто начинающие неинформируемые участники рынка, а профессиональные деньги покупали их монетки. То есть происходил некий трансфер. Те неинформируемые участники или начинающие трейдеры, которые купили биткоин, например, по 90 тысяч, продали его в итоге в районе 67 тысяч, фиксируя серьезный убыток в 23 тысячи долларов, потому что просто не могли видеть, как цена на их актив дешевеет. В то же время те профессиональные деньги, которые когда-то ранее купили этот биткоин задешево, продали неинформируемым задорого, снова его откупают дешево. И вот получается некий такой круговорот. Профессиональные деньги продают где-то дорого, откупают дешево и снова будут продавать где-то дорого. И этот метод, принцип усилия против результатов, говорит о том, что мы можем через данный метод предположить, где эти самые профессиональные деньги входят в позицию. Это не значит, что если мы это увидели, то надо сразу бросаться со всех ног, продавать все, что есть, и покупать на все деньги биткоин. Ни в коем случае это об этом не говорит. Это просто говорит о том, что это признак. А вот если в этом диапазоне сформируется потом боковик, который мы видим, и поменяется тренд схематически, то есть мы увидим этот уровень, который пробился, цена закрепилась, вот тогда-то мы можем уже делать логический вывод. Скорее всего, здесь была та самая фаза накопления. Вот так применяется этот метод. Данный метод работает на любом таймфрейме. Здесь я приводил, если я правильно помню, это 15-минутный. То есть каждая свеча или каждый бар, неважно, это 15 минут. Как определить точку входа в сделку? Ну вот, по сути, мы уже подходим к самому главному. Мы уже подходим к моменту, когда совсем скоро вы начнете практиковаться на демо-счете и пытаться зарабатывать, соответственно, на трейдинге. Схематически, как было видно, у нас есть следующий момент. У нас есть тот самый уровень смены приоритета, который мы пробиваем и возвращаемся к нему, тестируем. Вот именно его мы сейчас и будем искать на графике. То есть если мы говорим, что у нас есть биткоин в данном случае, и мы видим, что у нас есть уровень смены приоритета, вот он, вот я его провел по этой волне, которая пыталась сделать новый минимум, но ничего не получилось. Дальше мы видим, что цена его пробила и вернулась. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и есть та самая точка входа. То есть после того, как уровень смены приоритета был пробит и протестирован, как на схематическом примере, у нас появляется четкое понимание того, что в данном случае тренд восходящий. И мы должны работать теперь исключительно в рамках тренда. То есть на демо-счете вы должны именно что сделать? Это, конечно же, купить. Купить в данном случае биткоин, открыть сделку и находиться в позиции. Вот практическое применение данной теории. То есть мы определили схематически, где находится рынок, нашли уровень, дождались его пробоя, возврата, и мы уже понимаем, что тренд изменился. А значит, мы можем работать в рамках нового тренда. Следующий раздел – психология и риск-менеджмент. Ну, соответственно, как уже было сказано выше, нужно не только научиться торговать, но еще и определять размер позиции. Размер позиции определяется, как правило,
процентом от счета, формулу расчета объема позиции. Я думаю, здесь ничего сложного нет, тут все предельно просто. И просто подставляя значение, вы понимаете, каким лотом, если вы торгуете через брокера, вам торговать. А если вы торгуете, например, сразу криптовалютой, то 2% от объема– это максимум, что вы можете себе позволить в отдельно взятой сделке. 2% максимальный объем позиций. То есть от 100 тысяч вы берете 2%, это всего лишь $2000, и на $2000 покупаете данный актив. Ни больше, ни меньше. Страх и жадность в трейдинге– это про психологию, где мы немножко подробно разберем, что же мешает начинающему трейдеру стабильно зарабатывать. Немного далее. Ну, индикаторы я тоже здесь учел. Индикаторы– это такие костыли, по сути, которые помогают трейдеру якобы прогнозировать рынок. Я специально даже не хочу на это тратить время, просто хочу сказать одно, что большинство индикаторов не помогают прогнозировать рынок, и для начинающего трейдера гораздо эффективнее понять структуру движения рынка и использовать ее в своей торговле, то есть торговать именно то, что сам рынок говорит, чем пытаться интерпретировать поведение рынка через всякого рода костыли. Есть, конечно, индикаторы, которые очень помогают, но это все не для начинающих трейдеров. То есть начинающие трейдеры индикаторами пользоваться не должны, только потом, с опытом. Фундаментальный анализ также мы вообще не рассматриваем, это макроэкономика и все, что нужно, или все то, что приходит с опытом. Торговая система и практика. Как уже было сказано, у нас есть определенный набор правил, который нужно всегда ждать перед тем, как открывать сделки. Вот у нас есть примеры, которые я разобрал уже для вас специально по циферкам. Можно прочитать, что идет зачем. Уровень усилия без результата– это, как правило, точка 1. 2– это тот самый флет или боковик. 3-4– это пробой уровня сопротивления и ретест. Пятерочка– это уже присоединение к новому тренду. И стоп-лоссы мы всегда ставим, или ордер, который ограничивает убыток в конкретной сделке, за четверочкой. Примеры направлены как на покупку, так и на продажу. Вне зависимости от того, какой рынок, вы всегда будете понимать, в какую сторону вам работать, если вы изучите схему движения рынка. Управление позицией обязательно почитать, потому что нужно для себя понять. Математическое ожидание, о котором я говорил в начале, это очень важный момент. Математическое ожидание определяет, насколько на дистанции ваш счет будет расти или не расти. Прелесть математического ожидания в том, что если вы будете изначально отбирать сделки с соотношением риск-прибыль 1 к 3, ну, например, вот мы купили биткоин, и мы хотим стоп-лосс поставить, например, вот сюда. У нас будет, вы видите, убыток, если цена пойдет против нас, 11 тысяч. Если же мы при этом выставляем профит, например, на противоположную границу, куда-то наверх, так, чтобы у нас убыток был не 11 тысяч, а 33 тысячи профит, то получится соотношение 1 к 3. Что это для нас значит, простыми словами? Всякий раз, когда вы отбираете сделки, где изначально соотношение риск-прибыли 1 к 3, вы получаете ситуацию, при которой даже если вы неправильно спрогнозировали рынок, все равно даже в 40% случаях из 100 вы все равно будете в прибыли по сумме сделок. Это самое главное, что нужно для себя понять. Не так страшно быть неправым, главное всегда находиться на правильном соотношении сделок риск-прибыль и небольшая математика, которая подтверждает этот момент. 60%, если вы будете правы, и 40% вы все равно будете в плюсе. Это важно. Ну, типичные ошибки начинающих трейдеров, я думаю, понятны. Это сразу без стоп-лосса вообще никогда не торгуем. То есть это первое правило.
Краеугольный камень без стоп-лосса нет сделки. Усреднение, я даже не хочу это обсуждать, такого слова даже знать не нужно начинающему. Ну, овертрейдинг это когда чересчур много активная торговля. Как правило, это вызвано несистемной торговлей, поэтому тоже ни в коем случае торговля против тренда, ну это зло, сразу говорю, ни в коем случае не нужно ждать, не ловить ни максимум, ни минимум. Только торговля по тренду дает именно то самое соотношение 1 к 3. Именно в тренде вы можете получить это соотношение. Любая другая торговля, как правило, не дает этого соотношения, значит вы здесь плюса не добьетесь. Ну, все остальное тоже касается чистой воды психологии, на которую вообще никак нельзя попадаться. По поводу брокеров, так как мы используем терминал TradingView, можно увидеть, что э, здесь можно подключить еще компании, которые бы вам давали торговать реальными средствами. То есть платформа TradingView является как неким коннектором между вами, ну и, соответственно, брокером. Чтобы торговать у брокера и быть спокойными за свои финансовые средства, нужно, чтобы брокер обязательно имел регуляцию и лицензии. Вот это как минимум, это минимум то, что должен быть, если вы не хотите, чтобы ваши деньги бесследно исчезли. К сожалению, большинство так называемых брокеров на рынке только кажутся брокерами, но не имеют именно этой регуляции. И, как правило, у таких брокеров клиенты сталкиваются с потерей финансовых, ну, с потерей своих денег, простыми словами. Поэтому регуляция, лицензия– это первое, что должно быть при выборе брокера. Дальше, понятно, те инструменты, которыми вы хотите торговать, ну и уже что касается комиссий и спредов, это легко сравнивать. Отбирайте те компании, которые дают максимально низкие комиссии. На дистанции это вам сэкономит хорошую сумму. Торговый журнал трейдера– это уже про дисциплину. Когда мы поняли, что такое технический анализ, когда мы узнали про уровни смены приоритета, когда мы поняли, как открывать сделки в рамках этих уровней, исследовать тренду и поняли, что такое соотношение 1 к 3, мы должны вести такой журнал. Вы должны записывать. Хотя бы в самом начале, пока вы начинающий, надо записать эти 100 сделок и посмотреть, насколько хорошо вы себя контролируете. Если это все получается у вас, все отлично. Сделали все по правилам, сделали 100 сделок, посчитали среднюю, увидели плюс. При том, что вы всегда контролировали риски, ставили стоп-лоссы, не переторговывали и торговали только системно, вот только тогда, после этих 100 сделок, вы имеете законное правило, право задумываться о реальном счете. До этого вообще можно даже в эту сторону не смотреть. Ну, я думаю, в принципе, самое главное мы обсудили. Какие можно добавить, наверное, в конце комментарии? У меня в этом году вышла совместная работа с профессором кафедры экономики, где мы разбирали и систематизировали основные когнитивные искажения розничных трейдеров в принятии решения при торговле, простыми словами. Я хочу сказать, что именно психология является в большинстве своем основной проблемой для достижения стабильности в трейдинге. Есть такая хорошая поговорка: если ты не знаешь, что ты такой, рынок это не лучшее место для того, чтобы это узнать. Поэтому я рекомендую, после того, как вы все это прослушали, начинайте только с демо-счета. После 100 сделок вам сразу все станет понятно. Если у вас здесь не будет плюса, можете даже не начинать торговать на реальные средства. Если же вы получите плюс, это значит, что вы делали все по правилам, это значит, что вы можете себя контролировать и вы дисциплинированы, и никакая психология на вас не влияет, то трейдинг это ваш дополнительный источник дохода, вы можете спокойно им заниматься. Психология является одним из краеугольных камней, который разделяет тех, кто стабильно зарабатывает на рынке, и тех, кто постоянно на нем теряет. Поэтому обязательно рекомендую торговый журнал вести. Без этого, без того, как вы эти сделки сделаете, даже не переходите на реальный счет.
На этом все. Желаю а, успешного обучения, прохождения практики, потому что без практики теория мертва. И этот весь курс, конечно же, доступен у меня на сайте. Вы его найдете легко. Я ссылку оставлю в описании. Изучайте в своем темпе. Он абсолютно бесплатный, никаких доступов, ничего не нужно. И, как всегда, всем профит.